Всех приветствую на моем канале. Как меня зовут, вы уже поняли, меня зовут Даша. И сегодня мы поговорим о такой системе искусственной поджелудочной железы, как FreeApps. Еще хотелось бы добавить о том, что это будет цикл видео, так как полностью в один ролик уложиться я, к сожалению, не смогу, потому что информации довольно-таки много и очень много всего того, что я хотела бы вам рассказать и показать, так как я использую искусственную поджелудочную железу уже более 2 месяцев и имею представление о ней и могу уже четко сложить в какое-то свое впечатление о ней и могу сказать плюсы и минусы. И давайте же уже скорее начнем. Система искусственной поджелудочной железы – это система, которая управляет вашей помпой с помощью различных устройств. У меня это система FreeApps, поэтому мы детальнее будем останавливаться на ней. Значит, что мне нужно? Мне нужно для старта уметь пользоваться инсулиновой помпой. Вот, у меня есть инсулиновая помпа. Потом мне нужно уметь пользоваться моим мониторингом. У меня это Dexcom G5. У меня есть сенсор и трансмиттер. Еще мне нужно Rally Link. Это вот такая вот коробочка, которая имеет Type-C зарядку. Она заряжается раз в 5 дней. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы обеспечить моему устройству, то есть это телефону, подключение к самой помпе. Так как помпой просто управлять с телефона невозможно, нужно с помощью программного обеспечения некоторых знаний и вот такой коробочки это все подключить. Также необходимо будет разобраться с этим всем детальнее, так как это устройство очень сложное в использовании, то есть это сама система и само программное обеспечение. Поэтому мы сейчас с вами все это более детальнее обсудим. С чего начать? Начать, конечно же, с изучения инсулиновой помпы, вообще пробовать компенсацию помпой, пробовать жить с ней, пробовать менять свою жизнь. И потом уже переходить на более сложные манипуляции с этой помпой, то есть это использование вот этой поджелудочной железы. Если же вы не можете скомпенсировать свой сахар на помпе, либо же на ручках, и вы надеетесь на то, что вы сейчас откроете это видео, и у вас прям все так слегка, как говорится, все так ровненько станет и отлично, то вы ошибаетесь, потому как вот эта система поджелудочной железы, она не сделает вам ровную прямую без ваших знаний, без ваших коэффициентов, без вашего понимания, что вообще делать. Этой системой все-таки иногда нужно управлять. То есть здесь автоматизировано не все так, как бы хотелось полностью, но эта система облегчает жизнь в плане сон, например, компенсация некоторых продуктов и также вообще активный образ жизни, чего нет сейчас в современных помпах. Очень сложно компенсировать спорт, если вы не нажмете на кнопочку специальную, например, где-то, либо выключите базальный. Тут на системе точно так же вы должны нажимать специальный режим. Просто так она сама ничего не знает. Нужно задавать этой системе параметры, по которым она должна работать, и после этого эта система будет работать. Значит, давайте детальнее остановимся на помпе все-таки, и потом дальше уже расскажу вам следующие секреты. Значит, помпы подходят не все, новые модели помп не подходят, подходят только старые модели, подходят все 715 помпы, 515 помпы, это помпа Medtronic. Также подходят модели 722 и 522, и не все модели 754, 554. Еще, кстати, подходят американки 715 и 512, также подходят очень редко, но подходят 523 и 723 помпы. И вот, к сожалению, очень дорогая помпа, но очень классная, это Omnipod. Старые Omnipod подходят тоже под эту петлю. К сожалению, они действуют, работают только 3 дня, поэтому это не очень выгодно и, я бы сказала, даже очень дорого выходит в месяц, если каждые 3 дня сменивать Omnipod. Но, к счастью, это уменьшает вам мысли о диабете, то есть вы не трогаете эти трубки, вас ничего не смущает. В принципе, и проводная помпа тоже хорошо, но с Omnipod как-то, мне кажется, все-таки легче, с одной стороны, с другой стороны тоже, в принципе, может где-то выпирать на какой-то одежде.
Но в каждой помпе есть свои плюсы и минусы. Это видео не про помпы, поэтому давайте же идем дальше. Есть такая коробочка. Вот такая Rally Link. Как я вам уже показываю, тут написано диабет первого типа. Так. И смотрите, такая коробочка Rally Link можно купить в США на специальных сайтах. Также можно эту коробочку собрать самому. Если у вас есть какие-то знания по поводу этого. В общем, все, что вы только можете сделать, вы можете сделать это все, кстати, своими руками, но можно ее купить. Это значительно проще. То есть я думала, что мы сможем ее собрать самим, но собрать нужно знать, куда что паять, что вообще делать. То есть это все есть, но будет ли работать такая коробочка после того, как вы ее соберете, потратите много сил и денег на это все. Я рекомендую заказать ее у проверенного продавца. Ребята из Украины, в принципе, могут обратиться, написать мне в Инстаграме, либо еще в каких-то социальных сетях я вам могу скинуть ссылочку. То есть, смотрите, эта коробочка может быть на разных цветах, которых вы только захотите. Она печатается на 3D принтере. Очень красивые корпуса, новые модели там, кстати, появятся уже скоро с усиленной батареей. То есть вот такая штучка держит батарею до 5 дней. Ее нужно подзаряжать на протяжении там 2-3 дней по чуть-чуть, чтобы батарея не использовалась. Кстати, человек, который мне помог сделать вот такую вот штучку, он дает гарантию полгода на работу вот этого устройства, записывает мои данные и... В принципе, потом можно обменять. В некоторых регионах Украины у него есть свои дилеры, и это значительно проще обменять и как-то там, если что-то не работает, сделать. Также он помогает узнать и больше информации дает по поводу вот этих коробочек, как с ними обращаться, что вообще делать и как узнать, правильно ли работает она или нет. Кстати, у меня, видите, горит, значит, все работает отлично. Когда она заряжается, она горит красненьким. Когда она вот зарядилась, она горит зеленым. О том, что она разряжается, к сожалению, данных нет, но, в принципе, по истечении 5 дней я уже знаю, что нужно подзаряжать. И сейчас мы переходим к следующему, это пункт мониторинга. То есть я рассказываю о том, какой есть у меня мониторинг, но, в принципе, вы можете использовать другой мониторинг. Это Libra 1 с трансмиттером, который будет передавать каждые пару минут на ваш телефон, то есть это какой-то Bubble, Мяу есть такие, еще всякие другие разные трансмиттеры, о которых я, возможно, не могу рассказать пока, потому что я ими еще не пользовалась, но, вы знаете, в планах, когда у меня Dexcom нехорошо работал, первый сенсор, то у меня уже прям, так знаете, чесались руки, хотелось купить уже Libra, заказать этот трансмиттер какой-то уже, потому что я просто была... очень сильно расстроена. Представьте, только собрала эту систему, хочу уже снять какой-то ролик о том, что вообще нужно делать, как переходить и как быть в такой ситуации, что все будет отлично, хочу всем похвастаться, и тут бац, у меня ничего не получается, сенсор показывает плохо, но к счастью, это всего лишь была проблема в сенсоре, он простоял очень мало, он работал не очень хорошо, и постоянно терялась у него связь. То есть он показывал именно хорошо, все было отлично, но терялась постоянно связь между телефоном и сенсором. Мне помогло всего лишь заменить сенсор и поставить его на другое место. То есть взять другой сенсор новый и поставить его на другое место. К этой системе нужен телефон. Подойдут не все модели, подойдут лучше всего 7 и выше, то есть 7+, 8+, это только айфоны подходят сюда. И также там 10 iPhone, там, не знаю, все последующие модели, которые идут с обновлением 13 iOS. На андроидах эта система не работает, для андроидов есть другая система, и там куча других всяких, не знаю, заморочек, то есть там какие-то цели нужно проходить, которые занимают довольно-таки большое количество времени, но они помогают изучить более детально ту систему, которая у вас будет. Эта система более проще. Мне нравится это, потому что я могу что-то перестроить, что-то где-то добавить, и мне как-то легче уже с этой системой, так как я уже приловчилась. И почему же я именно выбрала эту систему? Потому что, в принципе,
У меня уже на руках была помпа, которую я купила очень уже давно, она у меня работает. Кстати, те люди, которые думают, что бэушные помпы не работают, вы ошибаетесь, вы просто не умеете выбирать хорошую бэушную помпу. Потом телефон у меня уже давно Apple был, поэтому я подходил, и я сразу подумала, что вот, отлично, луп можно будет собрать, то есть у меня FreeApps система. Dexcom у меня тоже был сенсор и был трансмиттер, мы просто заменили в нем батарейки, сбросили дни, и вот у меня система работает. К счастью, я могла бы и купить 6-й Dexcom, но мне давит жаба о том, что сейчас не продаются трансмиттеры, которые будут работать больше, чем 3 месяца, то есть сбрасывать дни нельзя, уже продают сброшенные дни. То есть уже продают такие, которые проработали, бывает, люди, которые там умеют взламывать, что-то делать, но я понимаю, что это получится или нет, а деньги выброшены, и стоят они, кстати, прилично, 2000 гривен. И я подумала, что лучше уже попробовать еще 5-й. 5-й не снимаю с производства, не путайте какие-то там ошибки, кто-то там говорил, что снимаю с производства, все кончено. Да ничего не кончено, полно этих сенсоров, и все нормально еще работает. В других странах они еще есть, просто с выходом вот этого нового Dexcom их будет меньше на рынке, но они пока еще будут. Но если уже так мне повезет, возможно, я возьму 6-й, если найду хороший трансмиттер. Кстати, меня очень поражает то, что Dexcom по сравнению с Enlight'ами не перестает показывать свой график, а если в Enlight'ах, этих системах, которые работают с Medtronic, у них нужна калибровка, то после 5 минут или 20 минут пропадает график. Меня это очень сильно расстраивало, потому как если я захочу, например, с 722 помпой сделать такую петлю, то мне нужно будет постоянно калибровать. И если я не захочу калибровать, то у меня, естественно, вся система не будет работать, потому как этой системе важен непрерывный график глюкозы. Так, я рассказала про Dexcom, то, что можно еще использовать Libru, также еще можно использовать медтрониковские сенсоры. Medtronic сам трансмиттер отдельно продается, также можно использовать с помпой. Medtronic это 722 помпа, и если повезет, 754 помпа, 723 помпа, ну то есть и маленькая ее модель. После чего вы собрали все это вместе, у вас это все появилось, у вас есть необходимые знания. Лучше всего начать с того, чтобы изучать всю информацию о том, что будет вообще происходить в этой петле, как ее настраивать и что делать. Есть документация отличная, то есть вам никто даже может и не помогать, вы просто можете открыть эту документацию, включить в Google Chrome переводчик с английского, он отлично переводит и понятно, и там все написано, как что дальше настраивать. Еще, кстати, в телефоне Apple есть стандартное приложение Dexcom, оно помогает. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Оно выглядит вот так вот. Вот здесь мой сахар. Здесь есть графики, все остальное, калибровки. Минусом, кстати, этого приложения является то, что оно считает дни сенсора, то есть по истечению дней, когда сенсор должен быть установлен, то есть 7 дней, он выключается, то есть нужно будет нажимать в кнопку перезапуск. То есть вы ничего не трогаете, просто нажимаете перезапуск. И последующие моменты можно переставить сенсор в другое место и установить трансмиттер. Это было вводное видео про систему FreeApps, что вообще она собой представляет и как она вообще будет работать. Я расскажу вам об этом в другом видео, в следующих видео. И спасибо всем за просмотр, хорошего вам дня, всем пока!